камера видеонаблюдения с AliExpress. В такой вот коробке приходит магазин Anpiviz. Качественные камеры видеонаблюдения. Я, в общем-то, не знал сразу об этом. Несколько обзоров камер сделал и вам показываю на своем канале все видеообзоры. Поэтому переходите сразу, смотрите плейлист видеонаблюдения, там все. Теперь я понял, это очень классные качественные камеры. Кому эти камеры пригодятся? Первое, это кто имеет системы видеонаблюдения, Hikvision и Dahua. Видеорегистраторы этих производителей. Поэтому хочешь ты камеру купить, но нет у тебя денег, например, или просто ты не хочешь тратить на Hikvision и Dahua из-за бренда, вот твоя камера, которую ты можешь купить, подключить к видеорегистратору напрямую по POE или же в домашней сети, и она будет у тебя работать 100%. HK Series. Серия. То есть Hikvision напрямую они уже ассоциируют себя с Hikvision. На английском языке инструкции, но все можно разобраться. Здесь без вопросов. Инструкция Anpiviz, опять же, юзер-мануал Hikvision серия. Английский. Так, что нам тут интересно посмотреть по языкам, кроме английского, есть ли понятный? Нету. Все на английском, но инструкция качественная в картинках. И все подключения на компьютер, на видеорегистратор, веб-интерфейс камеры имеется, на смартфоне что ставить, еще что-то, также с подсказками. Ну вот какое-то здесь приложение они прописали, Guardian Vision. Шаблон для разметки кронштейна для установки на камеру. Ну гляньте, блин, такой диаметр большой. Камера, наверное, да, камера из серьезных. Здесь я почему-то думал, что я недавно делал обзор такой камеры, но нифига, ого-го, вот это да, это серьезный, кстати, вариант. Смотрите, какая камера. Она и металлическая, тяжелая. Я думаю, что коробка такая тяжелая? Красавица, посмотрите. Пакетик с силикагелем в упаковке. Смотрите, какая красавица. Металл. Ой-ой-ой, ну, супер. Все металлическое. Я думал, ну, как обычная такого типа камера, небольшой вариант, пластиковый. Это все металлическое. Блин, держишь прямо и приятно держать ее в руках. Так, далее, что у нас? Регулировки, наверное, поворотного механизма. А, тут все под звездочку. Тут все винты под звездочку. То есть в слот под карту памяти попасть. Потом у нас заземление, крепление даже есть. Так, а как же оно так зафиксировано? Зафиксировано все очень классно. Кольцо, наверное, снимаем. Дальше посмотрим. Муфта на RJ45. Герметизируем кабель. Камера полностью POE вариант. Со встроенным микрофоном и с поддержкой карт памяти. Камера может выступать как одиночная камера видеонаблюдения в твоей системе видеонаблюдения. Не обязательно ей работать с видеорегистратором. Есть возможность, можно, если нет возможности, это самостоятельное устройство. Кому подойдет такая камера? Вот люди спрашивают, многие, подберите камеру. Эта камера подойдет вам как антивандальный, кстати, она вариант будет идти, потому что с первого удара не так просто ее будет снести, а это говорит о ее антивандальности, потому что она в металлическом корпусе и на металлическом кронштейне будет крепиться, на таком серьезном. Лестничная площадка, какой-то склад, улица. Камера полностью для уличного использования. То есть ты можешь ее даже на стену вот так крепить. Тут поворотное устройство, дальше посмотрим. Фиксируется мощно, не могу я провернуть. Что-то нужно отпустить будет, чтобы провернуть. Да, а отпустить тут все просто. Кольцо сняли и отпускаем прижимную скобу. Винт с прижимной скобой. Чуть-чуть попустили с одной стороны. Да, с одной стороны. И управляем камерой, настраиваем ее. И вот так, и вот так. Тут прижим идет всего одновременно. Лестничная площадка, склады, стоянка автомобильная, на стену, на потолочное крепление. Различные варианты. Под разными углами камера настраивается и работает без
проблем. Карты памяти поддерживают до 256 гигабайт. Не все камеры с такими возможностями такую объемную тянуть карту. Эта камера может. Также ты можешь заказать карту памяти в комплекте с камерой, и на странице продавца по ссылке, которую я тебе даю в комментариях и в описании, ты можешь выбрать вариант 5-мегапиксельной матрицей и вариант с 8-мегапиксельной, как на видеообзоре. Чем больше попускаешь этот винт, тем меньше скоба прижимает корпус камеры, и тем легче ее менять угол. Ну вот видишь, стеновое крепление, к примеру, с кабелем здесь аккуратно повернул, и камера, то есть выставляешь угол какой хочешь, она вращается и фиксируется этим вот винтом. Снимать, разбирать камеру для установки ее не обязательно. Вы видите, это кольцо пластиковое. Вот что пластиковое, в ней только это кольцо, но оно декоративное, просто закрывает вот эти места. Место сверления и установки крепления камеры именно здесь. То есть проблем никаких. Одно кольцо, и камера уже установлена. И также ты поджал угол, который настроил на камеру, и потом кольцо накидываешь, и по-другому оно, скорее всего, и не поставится. И фиксируешь. Прижал и зафиксировал. Все, готова камера в сборе. Для доступа к слоту карты памяти снимаем вот эту вот крышку. Также все продумано. Камера, можно сказать, профессиональный вариант. Фиксация винтов в крышке имеется, и поводок вот такой вот резиновый с прокладкой идет, с герметизирующей. То есть ты, если на высоте откручиваешь, хочешь изъять карту памяти, то тебе не нужна еще третья рука, чтобы удерживать эту крышку, винты собирать в кучу. Все оно держится само. Правда, поводок коротенький, резинка такая, но добраться, я думаю, можно. Кнопка сброса к заводским установкам вот здесь вот идет. И слот для карты памяти. Установлю я карту памяти на 64 свою, но можешь заказать и у продавца. Можешь устанавливать свою не меньше по скорости 10 класса до фиксации. Здесь все герметично. И тоже крышка металлическая. Отлично. Фиксация винтов очень радует. И фиксация самой крышки. Нет Wi-Fi, есть возможность подключения камеры по кабелю. 12-вольтовое подключение и кабель в роутер. Или же по POE одним кабелем. POE 48 вольт от твоего POE коммутатора, POE видеорегистратора. Я, в общем-то, сейчас и так и буду делать, но подключу одиночным блоком POE. POE на одну камеру. 48 вольт 0,5 ампера. Вот так он выглядит. Многие знают, а многие до сих пор задают вопросы и не знают о наличии вот таких блоков питания. И при этом подключении у меня будет камера, возможность ее вынести на длину кабеля, витую пару, на 100 метров. Сымитируем, что этот кабель у нас до 100 метров. И вот он идет на камеру. Кстати, если вы подключаете через POE коммутатор, есть различные POE коммутаторы с возможностью работы камеры до 250 метров и более. И кабель от роутера я подключаю в разъем LAN блока питания, POE блока питания. И включаю блок питания в розетку. Это все будет у тебя дома рядом с твоим роутером. Тестируется камера. Имеет она и интеллектуальные ночные режимы, переключения по людям, по автомобилям, все это будет. Камера подключена одним кабелем. Вот я ее вынес на длину до 100 метров или 250, какая у вас там возможность есть, чем вы запитали камеру по POE. Приходится установить вот это вот приложение, которое рекомендованное по инструкции с камерой. Вот такой вот домик. И стандартная регистрация, почту ввел, на почту код приходит, то есть без всяких вопросов. И потом при подключении камеры у нас происходит вот такое. Сегодня я, наверное, уже считывал QR-код с наклейки раз 50. Вот видите, модель камеры, ее ID-шник, добавить. Вводим сюда код верификации устройства. И не удивляйтесь, это вам Hikvision, это вам несколько степеней защиты. Это просто капец какой-то, пока разберешься. Заходишь по внутреннему IP-адресу на Google Chrome в веб-интерфейс камеры. Как узнать внутренний IP-адрес? Скорее всего, у Hikvision есть какие-то
программы на компьютере, но я как узнал, через видеорегистратор. Видеорегистратор мой нашел камеру в домашней сети под названием Hikvision. Вот она, порт 80, и отсюда же я нашел IP-адрес внутренний. Что нам здесь надо? Здесь нам нужен код верификации, шифрования, верификации, короче. Сеть, вот, сеть, открываете сеть, раздел, доп. Настройки, открываете доп. Настройки, платформы доступа, включаете, здесь галочка, скорее всего, будет выключена, включаете, вводите свой код, сами придумываете, тут все у вас прописано. И жмете сохранить. Этот код запоминаете. Добавление выполнено. Следующий. Можешь стереть и присвоить имя камере свое. Сохранить. Так происходит добавление для удаленного отслеживания камеры. Если тебе не нужно удаленное отслеживание камеры, ты можешь просто ее подключить кабелем, как я это сделал, в свою домашнюю сеть. Видеорегистратор ее находит, она будет работать чисто в домашней сети с видеорегистратором. Заходить на нее ты сможешь с видеорегистратора. Если тебе нужен отдельный доступ на камеру удаленный, проходишь вот такую вот процедуру. Камера Hikvision полностью, но с таким вот приложением. В Hik Connect, я не знаю, добавится она или нет, но скорее всего да. А возможно и нет. Пиши в комментариях, кто занимался этим. Приложение, в общем-то, неплохое. Русифицировано, все здесь есть. Вот мы уже зашли на камеру. Включаю мобильный интернет, выключаю домашний Wi-Fi. Пробуем заход на камеру удаленно, через мобильный интернет, не в домашней сети. Кстати, в приложение камеру можно добавить. Раз, два, три, четыре. Да, доступ вот есть, но задержки, потому что видите, какой сигнал мобильного оператора. То есть удаленный доступ работает. В данное приложение ты камеру можешь добавить просто по внутреннему IP-адресу, но у тебя не будет удаленного на нее захода. Есть такой также вариант. Внутри сети, но не знаю зачем, но возможно. С Hikvision'ами я раньше не сталкивался. На обзор, может, и брал Dahua, да, а эти, ну, как бы нет. Смотрите, по настройкам давайте. Но кто с камерами связан, то разобраться, в общем-то, время какое-то небольшое нужно. Главное, что все русифицировано, ну, это облегчает. Смотрите, здесь в основном по безопасности все. Вот код верификации изменить, настройка DDNS, разрешение на удаленную настройку, такое все. Состояние хранилища давайте глянем. Карта памяти, инициализация не выполнена. Инициализировать после... Да, давайте, форматирование имеется в виду. Готова память 1 нормально, так уже приходят уведомления, я забежал наперед, включил. Карта памяти нормально, а где ж информация, хотелось бы ж информации, что значит нормально. Ну, нормально, значит нормально. Микрофон включить-выключить, дополнительное освещение имеется в виду 3 ночных режима и работа по объектам, включение белого светодиода. Здесь они отдельно. Инфракрасный 1 и белый 1. Можно выключить дополнительное, включить, появляется под меню и ОК, подтверждение изменения настроек. Уведомление было выключено по умолчанию, я включил, начали приходить по движению. Получение данных о событиях стоит, можно получение данных о событиях без пуш-уведомлений. Наверное, скорее всего, на карту писать и сохранять, но без уведомлений вам на смартфон. Да. Расписание уведомлений. По расписанию все понятно. Нарисовать область обнаружения, то есть можешь выбирать, где камера будет работать, сохранить потом. Вот что нас интересует. Цель обнаружения. Обнаружение движения всех объектов. Только человек, только автомобиль, человек, автомобиль. То есть все объекты можно сделать, все движение. Можно только человек, только автомобиль, человек и автомобиль. Давайте оставим и чувствительность по низкая, средняя 60%, высокая. Средняя чувствительность, сигнал тревоги, запись активирует при обнаружении движущихся разных размеров. Ну, понятно, все, пускай оно по умолчанию. Вот, наверное, что основное. Ну, а так, Hikvision со своими вот этими вот приколами. Здесь удалить устройство.
Все, в общем-то, наверное. Тут такое быстрые значки, настроить быстрые значки, шумоподавление, перевернуть картинку, сделать значки быстрыми, настроить, имеется в виду, что здесь фото сделать, что плюс. Зумирование даже есть, но это на улицу надо, вот, типа 8-кратный цифровой зум, здесь оптики нету. Кстати, объектив 2,8 мм, широкий угол, и это видно сразу по картинке. Освещение сразу вызываем. Здесь даже можно какой-то предел, задержка, наверное, выключить. Авторегулировка, даже освещение есть. Дополнительное освещение имеется в виду. Вот этих, наверное, 3 ночных режима. Дальше посмотрим. 3. Уровень шумоподавления даже есть. Можно регулировать. HD, SD качество. 3 варианта. Стандарт, базовый и HD. Самое хорошее качество. Остановить картинку, включить. Дальше. Звук. Понятно. Раз, два, три. Микрофон хороший стоит. Здесь вопросов нету. Несколько камер. Разделение окна. Если будет несколько, можно в режиме видеорегистратора просматривать. Перевернуть картинку. Это понятно. Ну, картинка, конечно, на достойном уровне. Давно я не видел такой картинки. Скорее всего, вот камеры, которые прошлое я вам показывал, где и Hikvision, и Dahua протокол, это чистый Hikvision. Тут видно и по значкам, по надписям, это чистый Hikvision. Картинка суперовская. 8 мегапикселей. По кадрам в секунду, скорее всего, около 15, потому что видно по быстро проезжающему автомобилю, что как бы неестественно движутся предметы. Тут есть такое, что у нас приходят уведомления у меня по автомобилям сюда. На приложении камера, живое видео. Со смартфона очень классная картинка. Классно просматривать. С таким вот гибридным зумированием, то есть цифровым зумированием. Вот 2,8 стоит даже степень зумирования. Но, смотрите, хорошее качество, хорошее разрешение, и картинка не теряет сильно качество при таком вот при цифровом зумировании. Угол широкий. Камера, получается, что 2,8 мм объектив, угол просто широченный. Вот мне вроде бы и дорогу нужно видеть, но крышу она захватывает и захватывает низ. Поверну я сюда. Ну, будет она захватывать очень много. Очень классно. По видеорегистратору. То, что сюда она пишет на карту памяти, присылает уведомления на смартфон. Это понятно по тем делам, которые я поставил. По видеорегистратору, по-видимому, пишет по любому движению. Хотя, вот сейчас, смотрите, запись выключилась. То есть, по движению уже она пишет. Пошла запись. Понятно, что совместимости именно по автомобилям и по людям с XMI-евским видеорегистратором этого нету. Видеорегистратор будет у тебя Hikvision и Dahua. Там, кажется, я думаю, что ты сможешь и включать, и выключать вот эти тревожные моменты с камеры. Это 100%. С моего видеорегистратора другого производителя по NVIF протоколу такого невозможно сделать. Поэтому, если у тебя или ты хочешь на будущее Hikvision видеорегистратор, такие камеры приобретаешь, они дешевле оригинала Hikvision, хотя это Hikvision. Меню настройка на 17 канале, давайте посмотрим. Разрешение 8 мегапикселей с возможностью смены разрешения 6,4. 2 мегапикселя, 1 мегапиксель, стоит формат сжатия по умолчанию 264, ставлю в 265, посмотрим, сможет ли через видеорегистратор поменяться формат сжатия. Походу да, камера перезагружается. Смотрите, некоторые моменты можно делать с видеорегистратора, основные, вот которые практически формат сжатия поменять разрешение можно с помощью видеорегистратора моего, не говорю я уже Hikvision, там это будет делаться 100%. Даже когда я камеру нашел видеорегистратором в домашней сети при добавлении на канал, рамка выскочила и запрос присвоить камере пароль. Вот такой даже был вариант. Я через этот видеорегистратор присвоил камере пароль безопасности входа. То есть вот какая-то такая совместимость есть основных моментов, но вот именно
Давайте по смарт-оповещениям. 17 канал. Ну вот, да, чисто движение, поэтому значок и выскакивает чисто движение, но камера подает команду именно по тем моментам, которые я ей задал, а это автомобили и люди. Ну, из веб-интерфейса ты все можешь также делать, не обязательно вот на смартфон заходить. На компьютере ты можешь настройки какие-то делать, иногда заходить, перенастраивать камеру. Также включите детекцию, также здесь есть человек-автомобиль. Чувствительность поставить, создание зоны удалить, именно все настройки по зоне, создание зоны. Здесь также тебя перебрасывает в те, которые ты пропустил. Смотрите, по автомобилям, автомобиль есть, по человеку, какой-то сигнал обнаружения, другой какой-то, не знаю, значок. Здесь именно распознавание есть. Вот последнее, что по автомобилям я ставил, она по автомобилям присылала, потом включил чисто на люди. Вот люди пошли и люди есть. Целый день камера радовала своей картинкой. Очень качественная картинка. Ну, все работает просто супер. И эта аналитика очень классная. Особенно в паре будет с Hikvision видеорегистраторами. Вообще здесь полная совместимость. Ну и как бы с этим видеорегистратором работает, но опять же нету той конкретики записи по людям, по автомобилям, потому что несовместимые устройства. Именно мой XMI-ский видеорегистратор. Ночная картинка также просто суперовая. Смотрите, сейчас она перешла в цвет по движению человека. Есть вариант включать белый светодиод, который светит таким ядовито-желтым светом. Это очень классно. Тут подобран этот вариант. Камера хорошо видит это свечение, и она будет хорошо видеть в дождь, в полную темноту, в дождь, когда асфальт черный, мокрый, желтый свет, в туман отлично будет работать. Камера будет хорошо видеть в цветном режиме ночью. Камера видит отлично ночью. Хорошая светочувствительная матрица и светосильный объектив установлены. Приложение на смартфоне. Также классная картинка. Очень ярко светит. Он один, но он справляется. Супер. Все вот моменты. Все моменты за день. Работает также качественно предзапись, потому что даже фотографии, вот когда просматриваешь, только человек появился в кадре, уже фотография сделана по человеку. По автомобилям также, ну тут все вам показано. Ложное срабатывание есть, да, но ложное срабатывание у всех камер, будь то дорогая какая-то. Смотрите, сейчас стоит чисто по человеку, на машину не включает свет. Включу я и на автомобиле, будет она включать белый свет и на автомобиле. Сейчас чисто по людям. Человек пошел, тогда переходит в цвет и включает белый прожектор. Вот по велосипедистам все работает. Смотрите, тут немаловажно. Также интересные моменты. Заходим в настройки камеры. И дополнительное освещение раздел, так называемый. Как здесь классно продумано. Можно этот раздел вообще выключить. Что у нас будет? Сохраняем. Картинка в черно-белом режиме показывает. ИК-фильтр ее перевел. Но нету никакой дополнительной подсветки. Нету ни ИК-светодиода, ни LED-светодиода, ни белого светодиода. Вот просто камера невидимая полностью, ну и в черно-белом режиме. Если есть какое-то дополнительное освещение, будет, может, вот как эта камера подсвечивает у меня на расстоянии там 10 метров или 15 даже, то она видит ИК-подсветку этой камеры. Также видит уличное освещение. Включаю, это общий режим как бы. Включаются, видно, и инфракрасный светодиод сейчас светит. И общий план. Можно регулировать яркость инфракрасного светодиода. В нашем случае вот я могу его полностью выключить. При этом режим белого включен. Будет сейчас человек идти, белый включится. Могу 50% поставить. Так, сейчас смотрите. Экспозиция также работает. Свет фар, камера притухает, делает картинку автоматически адекватной, чтобы не была засвечена сильно. На 50% есть. Можно на 100%. Видно, что
яркость увеличивается. То есть возможность регулировки инфракрасного светодиода и белого светодиода также. Умная компенсация света инфракрасного света будет включена. Черно-белое ночное видение, черные-белые изображения с компенсацией инфракрасного. То есть в этом случае, видите, белый свет не будет она включать ни в коем случае, только черно-белое изображение. И опять же есть возможность регулировки инфракрасного светодиода, как я вам показывал. Полноцветное ночное переключаем мы в полный цвет. И здесь белый светодиод можем регулировать. Жмем ОК. Камера будет работать в полном цвете вот с задействованием белого светодиода до наступления рассвета. Когда рассветет, она автоматически выключит белый светодиод, в цвете так и останется. Хорошая светочувствительная матрица, и она может работать при небольшом освещении, какой-то маломощный прожектор плюс к ней будет, или у вас просто освещенная улица. Камера будет отлично в цвете работать, просто супер. И опять же регулировка белого светодиода. Выключил. Окей. Выключил совсем. Вот сейчас камера в цвете, и вы можете видеть, как она хорошо видит в цвете ночью. Тут все темно вот. Там только освещенность. Матрица на уровне Sony. На уровне Sony Matrix. Эта камера именно тот вариант, кому нужна камера с хорошей дневной и отличной ночной картинкой. На 50% ставлю и окей. 50% яркости. Видите, какой желтый. Но потом камера адаптируется под этот цвет. И вот выравнивается свечение. Становятся предметы естественного цвета. Или же 100%. Окей. Видно, как яркость добавилась. Вот такие варианты. И это очень классно, что имеются вот такие варианты. Управление светодиодами и их яркостью. Или выбор вообще нужного тебе ночного режима. Ну и на сегодня все. Камеру могу посоветовать. Однозначно отличный вариант. Hikvision, но дешевый, который дешевле и отлично работающий. Многие вы знаете, что продаются на просторах AliExpress, кто интересовался камеры, например, Hikvision, но без надписи Hikvision, и он дешевле. И говорят, вот Hikvision, но не оригинальный. То есть, если нет наклейки Hikvision, то это не оригинальный. Вот именно камера заводская Hikvision, просто без наклейки Hikvision. Но внутрянка и все Hikvision'овское. Ну и цена отличается, как видите, за бренд с вас не берут деньги. Поэтому заходите, заказывайте, пишите свои комментарии, потому что с Hikvision'ами я вплотную не сталкивался. Ну, в общем-то, мне эта камера понравилась. Интересно, как будет она работать с видеорегистратором Hikvision, но я знаю, что в полной совместимости там будет отдельно записано у вас и по людям, и по автомобилям. Можешь заходить, будешь просматривать именно в раздельную аналитику, так сказать. Подписывайся на канал, камера продается в Украине по цене AliExpress. Кому нужно, в Telegram заходи, там с тобой списываюсь и решаем. Также на TikTok, там видеоанонсы. Все ссылки в описании к видео и в комментариях. Всем удачи, до следующих видео.